guys can get way crazier than this, right? Привет, Арми. Представьте, что вы находитесь в море фиолетовых огней, тысячи голосов наполняют воздух, а громкая музыка заставляет ваше сердце биться быстрее. Под величественным ночным небом Стэнфорда BTS в очередной раз создали момент, который ощущался больше, чем просто концерт. Это была ночь, наполненная ностальгией, любовью и воспоминаниями, которых так ждали миллионы фанатов по всему миру. В разгар блистательного мирового тура Air Earring две фигуры снова стали бесспорным центром внимания. Чон Чингук и Ким Тэхён стояли бок о бок на огромной сцене, излучая теплую ауру, которая мгновенно привела весь стадион в истерику. С первого же такта атмосфера стала совершенно другой. Все изменилось, когда знакомый, старый ритм внезапно наполнил стадион. Одетые в повседневные толстовки и удобные, свободные брюки, Чингук и Тэхён медленно направились к центру сцены. Не было никакого предупреждения, никакого сигнала, но в считанные секунды они начали двигаться в идеальной синхронности. И именно тогда вся армия фанатов потеряла контроль. С уверенностью они воссоздали легендарную хореографию из своего хита 2016 года «Blood, Sweat, Tears». Их культовые жесты руками, закрывающими лица, харизматичные взгляды и даже фирменные покачивания бедрами ожили на сцене Стэнфорда в тот вечер. Энергия, которую они излучали, была настолько мощной, что, казалось, перенесла всех обратно в золотую эру BTS несколько лет назад. Естественная химия между Чингуком и Тэхёном была непринужденной. Каждый шаг, каждое движение и даже каждая маленькая улыбка, которыми они обменивались, казались такими искренними. Они не выглядели как айдолы, изнемогающие от давления большой сцены, скорее, они выглядели как два лучших друга, искренне наслаждающиеся драгоценным моментом вместе. Море светящихся палочек ARMY постоянно двигалось в такт музыки, создавая прекрасный фиолетовый пейзаж со всех сторон. Многие фанаты сообщали о том, что испытывали сильные эмоции. Простое, но проникновенное выступление успешно стерло тоску, которую они испытывали во время военной службы. В тот вечер стадион Стэнфорда превратился в место, где ностальгия и счастье встретились одновременно. Однако сюрпризы дуэта на этом не закончились. После Стэнфорда трогательная история Чингука и Тэхёна продолжилась на грандиозной сцене в Лос-Анджелесе. Атмосфера была гораздо более драматичной, но при этом наполненной радостной энергией, которая заставляла всех улыбаться. Густой туман окутал сцену, прежде чем огни медленно превратились в яркое море фиолетового цвета. Зазвучала громкая музыка, и тысячи фанатов тут же истерически закричали, когда появился Чингук, крепко сжимая микрофон в руке. Он с энтузиазмом прыгал в такт песни, а затем, наконец, указал прямо на Тэхёна с широкой улыбкой на лице. Тэхён, конечно же, не остался в стороне. Со своим характерным игривым выражением лица он немедленно ответил на вызов энергичными движениями. В симингли спонтанный момент они вдвоем присели на корточки в центре сцены, заставив весь стадион затаить дыхание в ожидании. Всего через несколько секунд они встали, громко и беззаботно смеясь. Это небольшое взаимодействие казалось таким естественным, таким теплым и таким живым. Наблюдать за Чингуком и Тэхёном в тот вечер было все равно, что наблюдать за двумя друзьями детства, играющими вместе без всякого расстояния. Не было никакой притворности, никаких границ, только искреннее чувство комфорта, которое всегда вызывает улыбку на лицах фанатов. Даже другие участники BTS не могли скрыть своих счастливых улыбок, наблюдая за тесной связью между двумя младшими братьями на сцене. Тот вечер в Лос-Анджелесе стал прекрасной главой в дружбе, которую армии всегда любили. Но за всем смехом, шутками и невероятной энергией, которую они демонстрировали, скрывалось знакомое лицо. Оказалось, что за этим скрывалась эмоциональная сторона, которая проявилась только в конце второго дня концерта на стадионе Стэнфорд. Когда началась заключительная церемония, Чингук стоял в центре сцены, переводя дыхание, все еще находясь под впечатлением от мощного выступления. Тихим, но искренним голосом он начал обращаться к фанатам.
«Сегодня я так наслаждался выступлением, что полностью отдался ему», — сказал Чингук с легкой улыбкой. Эта простая фраза мгновенно привела стадион в неистовый восторг. Все чувствовали любовь Чингука к сцене и своим поклонникам. Однако его следующее признание одновременно обеспокоило и тронуло AR-MY. «Я даже пытался сделать сальто, но у меня немного болела спина от волнения», — сказал он с тихим смехом. Чингук объяснил, что в тот вечер его захватила невероятная энергия публики. Он даже признался, что хотел поплавать, но сильный ветер полностью сорвал его планы. Тем не менее, яркая улыбка на лице Золотого Макне никогда полностью не исчезала. Для Чингука энергия AR-MY всегда была главной причиной, почему он продолжает выкладываться на сцене на все 100. И в конце своей речи Чингук завершил эмоциональный вечер простым, но невероятно теплым посланием. Он пожелал всем поклонникам безопасного возвращения, выразив свою искреннюю любовь и благодарность. В тот вечер Стэнфорд был не просто концертной площадкой. Стадион стал свидетелем того, что связь между BTS и AR-MY будет жить всегда, независимо от того, насколько сильным будет течение времени. Но оказалось, что в ту эмоциональную ночь был еще один последний момент, который никто из присутствующих никогда не забудет. Огни стадиона начали медленно гаснуть, фоновая музыка стихла, и голоса фанатов начали эхом разноситься по ночному воздуху Стэнфорда. Один за другим участники BTS шли к передней части главной сцены, махая рукой членам AR-MY, которые еще не были готовы прощаться. Среди всех участников Чингук и Тэхён снова невольно оказались в центре внимания. Тэхён стоял чуть позади Чингука, наблюдая за морем фиолетовых светящихся палочек, которые продолжали красиво двигаться, словно волны. Его взгляд был спокойным, но наполненным трудноописываемыми эмоциями. Между тем, Чингук все еще изредка улыбался, регулируя свое дыхание, которое еще не полностью стабилизировалось после долгого концерта. И тут произошел небольшой момент. Когда Чингук шел к правой стороне сцены, его шаги, казалось, немного замедлились из-за дискомфорта в спине. Сначала мало кто это заметил, но Тэхён тут же быстро повернулся к нему. Ничего не говоря, он рефлексивно подошел и нежно коснулся спины Чингука, словно желая убедиться, что с другом все в порядке. Это короткое взаимодействие, вероятно, длилось всего несколько секунд. Но для ARMY такие маленькие моменты всегда казались самыми настоящими. Не было никаких драматических диалогов, никакого чрезмерного фан-сервиса, простое, естественное внимание. И именно поэтому весь стадион снова наполнился эмоциональными криками фанатов, наблюдавших за происходящим вживую. Затем Чингук усмехнулся и медленно кивнул Тэхёну, словно говоря, что с ним все в порядке. Тэхён ответил на жест своей фирменной квадратной улыбкой, мгновенно согрев атмосферу. Позади них на огромном концертном экране начали показывать кадры из истории BTS за эти годы. От их скромного дебюта, небольших концертов перед небольшой аудиторией, до, наконец, величественного выступления на крупнейших стадионах мира в окружении миллионов преданных фанатов. Многие члены ARMY начали плакать, когда шло видео. Не только из-за гордости, но и потому, что они поняли, что росли вместе с BTS на протяжении многих лет. Их песни были утешением в трудные времена, отдушиной, когда мир казался тяжелым, и источником силы, когда все казалось непреодолимым. И в ту ночь все эти воспоминания нахлынули. Тэхён на мгновение уставился на большой экран, прежде чем наконец слабо улыбнуться и склонить голову. Тем временем Чингук стоял молча, глядя на весь стадион, его глаза слегка наполнились слезами от эмоций, которые он изо всех сил пытался скрыть. «Думаю, мы прошли этот путь, потому что вы всегда были с нами», — тихо сказал Чингук. Слова были простыми, но тут же заставили тысячи людей снова закричать от восторга. Он продолжил, объясняя, что каждый возглас, каждый светящийся жезл и каждая мелочь поддержки от ARMY всегда были главной причиной, по которой BTS продолжают двигаться вперед по сей день. Даже после перерыва, военной службы, огромного давления и долгого времени любовь фанатов ничуть не изменилась. Затем Тэхён присоединился к ним своим характерным мягким голосом. «Сегодняшний вечер похож на сон», — сказал он с легкой улыбкой. «Я искренне счастлив снова стоять здесь с участниками группы и со всеми вами.
Стадион снова наполнился громкими криками «Эй, мой», которые продолжали выкрикивать их имена. Но еще более трогательным этот вечер сделало то, насколько комфортно два айдола чувствовали себя, оставаясь самими собой. Между артистами и фанатами не было никакой дистанции. Все было теплым, близким и полным благодарности. По другую сторону сцены другие участники BTS начали шутить и подтрунивать друг над другом, чтобы разрядить чрезмерно эмоциональную атмосферу. Их смех мгновенно снова наполнил стадион, заставляя фанатов смеяться вместе с ними, вытирая слезы. И, как обычно, BTS удалось превратить слезы в радость за считанные секунды. Время шло, но никто по-настоящему не хотел, чтобы этот вечер заканчивался. Медленно зазвучала заключительная музыка. С потолка стадиона посыпались фиолетовые и серебряные конфетти, создавая почти сюрреалистическую картину. Чингук бегал по сцене, размахивая руками во все стороны, а Тэхён несколько раз останавливался, чтобы задержаться на фанатах, словно желая запомнить каждое лицо и каждый момент этой ночи. Они медленно направились за кулисы. Но даже когда они уходили со сцены, Чингук и Тэхён все еще находили время для шуток. Они беззаботно смеялись, слегка подталкивая друг друга и махая рукой армии, которая все еще безостановочно скандировала их имена. И как раз перед тем, как полностью погас свет стадиона, Чингук внезапно остановился на мгновение. Он повернулся к морю фиолетового цвета перед собой. Его взгляд был полон благодарности, любви и воспоминаний, которые, возможно, никогда не смогут быть полностью выражены словами. Тэхён стоял рядом с ним, наблюдая за стадионом, который в ту ночь был наполнен прекрасными огнями тех, кто любил их безоговорочно.